Что-то в нашей с тобой интерпретации все отношения звучат мерзковато. Только наши с тобой идеальные. Анонимная история. Когда к нам пришел клиент и рассказывал о том, что у него есть девушка, с которой они уже 12 лет, они уже вместе попробовали все, что только возможно, но ей отдельно опыт никакой не интересен. А для того, чтобы опыт получить с ней, у нее ожидания просто неимоверных размеров, и то ей у какой-то там девушки брови не понравились, то ей что-то еще там стало непонятно. Ну, просто назовем так, слишком много нюансов, которые мужчина так при знакомстве пропустит. Ну, он легко к этому относится, легче. А она как бы, ей нужно заранее узнать. Более требовательная. Ну, ей женская натура более требовательная. Получить больше информации. Если она ее не получит, она ее додумается сама и как бы забракует. И вот его фраза, которую он озвучил, что мне важно получать часто самый минимум, то есть вот это вот мне не нужно что-то серьезное, мне нужен просто эротический массаж, просто вот максимально короткий по времени, и получать это все время. А потом я прихожу, и мне хорошо. То есть мне не надо даже долгий, давай как он боялся почему? попробовать тантру даже. Почему? Да, что тантра это долгий процесс. Ну, да. Почему так происходит? Потому что это переходит в привычку. Понимаешь? Вот что бы это ни было, мастурбация, там классический секс, какой-то другой вид секса, оральный, анальный, БДСМ-игры и так далее. Это переходит в привычку. Особенно, кстати, тема БДСМ. Чтобы сохранять с ней вот эту гармонию, когда он может принимать то, что ей нужна переборчивость, а значит у них, ну, назовем так, 11 из 12 месяцев в году разнообразия нет. Ему проще вот получить какой-то базовый набор. И вот вспоминая вот эту статью о пламени и там, искрах, да, мы будем понимать, ну, однозначно, что эту искру получит он, а вторая как бы, участница огня нет. Очень сложная проблема решается на самом деле очень простыми методами. Вот чем сложнее проблема, тем проще она решается. Языком. Да? Нужно общаться, уметь разговаривать. А чем здесь поможет разговор? Разговор кого с кем? Ну, если это пара, да. Они должны между собой общаться, разговаривать. Что кого устраивает, что не устраивает, какие необходимо попробовать эксперименты, кому что нравится, кому не нравится, кто на что готов, кто не готов. Так она ведь не против попробовать эксперименты, но как бы список требований остается прежним. И более того, ну ты ведь сама знаешь, как это сложно в паре найти кого-то именно вот для какой-то одной потребности. Ну, как бы тут же усложняется. Одно дело одному человеку найти, а другое дело уже союзу. Хорошо. А в чем тогда вот смысл этой пары вот находиться вместе? Тоже привычка. То есть получается, что мы все состоим из привычек. Ну, здесь же есть потребность каждого сексуального человека. плана, бытового плана привычки, да? Этом, как в моногамном любовном союзе, в котором присутствует безопасность и определенность, что ты будешь старым, у тебя будет стакан воды, ты заболеешь. То есть, подожди, стакан воды то на детей переносят. Ну ладно. А если возьмем пару, у них нет детей, допустим, они их не планируют, то кому там стакан воды? Здесь как раз и работают семейные связи. Когда эта семья, один человек очень надеется, что если он для второго что-то сделает, то второй сделает ему в ответ. То здесь работает такой бартер. То есть, если он будет делать что-то хорошее, ему тоже будет делать что-то забота. Да? То есть, тут работает именно баш на баш. Вот. Если здесь существует именно безопасность в том, что я предоставлю тебе комфорт и буду тебе, ну, не знаю, заботиться и не брошу, то значит, и ты будешь заботиться, обо мне не бросишь. И из-за того, что они так хотят, мужики, этой заботы, то они стараются не распространяться о своих секретах, потому что им очень важно сохранить то, что у них есть. Им очень важны их отношения. Хоть он и не получает в них вот это разнообразие, ему очень важно их сохранить, потому что у него могут быть действительно искренние чувства. Но я верю в это. Просто вопрос в том, что ему хочется именно физического разнообразия, которое у них может быть прекрасный интим между друг другом. Просто он, ну, как бы один и тот же. А им этого мало, особенно учитывая, что... А что прекрасного в интиме, когда он один и тот же? Ну, я же не имею в виду, что он буквально один и тот же. Я имею в виду, что он за раз с одним и тем же человеком. Он предсказуемый. Просто этим он фактом. Стабильный, он стандартный, он ожидаемый, он без сюрпризов. Ну да. Да? Ну, то есть ты знаешь, как все начнется, как все закончится. Вот это, кстати, я считаю, что зона развития. Вот именно это зона развития есть таких людей. Если они дошли до точки предсказуемого всего, то тут нужно включиться именно, я считаю, что больше даже вот этому мужчине, которому не хватает. Он должен создать другие условия и сам начать проявлять себя в эти моменты не так, как он привык обычно. Ну, это то, что мы с тобой обсуждали. То, что не предполагает продолжения. Все прикосновения или моменты, которые создают романтику. Ну, тактильность. Мы с тобой провели уже бесчисленное множество сеансов. С уверенностью уже могу сказать, очень маленькое количество мужчин умеет прикасаться к женскому телу. Они его боятся. То ли они боятся сделать больно, потому что они просто он не может как-то соизмерять свою силу. То ли он ленивый. Ты имеешь в виду прикосновения
нейтрального характера. Да, прикоснуться к любой части тела, за исключением сексуализированных частей. То есть у мужика есть вот тупо 3 точки. А вот помимо сиська, писька, жопа, он не понимает, что так есть еще очень много точек, куда можно прикоснуться, потрогать, и это намного даже приятнее будет, да? Нет, не понимают они. Или это лень. Я думаю, что здесь есть еще один фактор. Когда ты делал много раз одно и то же, у тебя может быть ощущение, что если ты сейчас начнешь вести себя иначе, то ей не понравится. Вот этой вымышленной ей, она подумает, что ты какой-то не такой. Что ты не классный. И ты не классный, и ты делаешь, вот все делают так, а ты делаешь, что попало. Ну, типа, что ты мне там, не знаю, ухо трогаешь, да, или там по шее проводишь рукой, зачем ты это делаешь, когда мог бы уже схватануть, да, меня. То есть я думаю, что в этом кроется какой-то такой подсознательный мужской страх выглядеть лохом перед ней. Ну, неуверенным, как бы, да, неопытным в смысле. А опытный, он знает 3 точки хорошо. Только 3, ну хорошо. Я бы сравнила вот гетеро-мужчин, ну или, ладно, скажем так, не будем обобщать и гетеро, я бы сказала тех, которые считают себя гетеро, потому что многие гетеро-мужики очень латентные геи. Те, которые считают себя гетеро, если они знают только 3 точки на теле женщины, сиська, писька, жопа, то им лучше переходить не латентно, а практически в гейский мир. Потому что ММ любят брутальность. То есть там это часто. Сразу к делу. Да, они сразу любят к результату. Вот. Есть, конечно, такие очень тактильные геи, встречаются с такими с женскими душами, я бы сказала. Вот пришедшие в этот мир в мужском теле, но вот женская, теплая, нежная, чувствительная душа, и он любит прикасаться к своему партнеру. Но если мужик знает только вот эти вот, тогда лучше на мужика переходить. Ну, очень логично. Там тоже есть сиська, писька, жопа. Там не надо развития. Не надо, сразу если к делу. Если с брутальным имеется в виду, мы не будем всех геев. Да, я думаю, что женщины идут быстрее в этот прогресс. И благодаря им будет все меняться. Но если мужская половина будет по-прежнему вот жить в прошлых вот этих вот стереотипных своих моментах, что вот я ничего не хочу изучать, меня устраивает все как есть, ну, прогресс будет очень медленный. Проблема же в том, что они не хотят изучать, а они хотят изучать что-то для себя и себе. Эгоистично ты имеешь в виду? Правильно. Эгоизм? А женщины не эгоистки? Ну, у них не эгоистичный подход? Или из-за того, что женщина, она как бы теоретически и практически может быть матерью, а мать автоматически не может быть эгоисткой? Давай так. Женщина, когда что-то изучает, она хочет это имплементировать сразу. Она хочет прямо понять, как мне вот это вот сейчас делать, чтобы у меня было лучше. Вот ты сейчас приподняла нас, опустила их. Они тоже хотят имплементировать. Мужики тоже хотят имплементировать. Понимаешь, когда мужик узнал о том, что биткоин сейчас столько солей стоит, ему срочно надо его купить. А завтра он 64. Понимаешь? Ну, похер, что он завтра 64, сегодня надо купить. Разве он не хочет имплементировать? Хочет. Просто женщины и мужчины имплементируют разные вещи. Понимаешь? Она, женщина, идет в чувствительность, в чувственность, в тактильность. Мужик идет в бабло, в заработок. То есть там, где надо померяться хером. Да? Вот чем меряется женщина, когда изучает чувственность, там, тактильность, объятия, все это, обнимашки, целовашки. Они, наоборот, чем стараются быть мягкими между собой и как будто друг друга не задевать. Там никто свои груди не взвешивает, правда, у кого тяжелее, да? То есть я не буду свой вес сравнивать с твоим, ты не будешь свой с кем-то еще. Мужик будет сравнивать всегда. Понимаешь, если он, допустим, зарабатывает $1000 в месяц, ему мало, ему надо 10. Да, потому что Коля зарабатывает 12, да, а потом ему надо 20 и так далее. То есть они тоже имплементируют это все. Просто идет не туда имплементация. То есть там больше идет в завоевание, в экспансию. Да? А у женщины разве идет завоевание в экспансию? У нее идет в расширение. Ну так как сойтись вообще? Вот. Никак. Я думаю, мы пришли в этот мир для того, чтобы друг друга уничтожить. И потом создастся новый мир. А что значит уничтожить? Повлиять каждый должен на... Через разрушение, я думаю, да, через разрушение. Мужчина разрушает женщину, женщина разрушает мужчину. Борьба. Да, я когда-то слушала одного блогера, очень такой заебистый пидорас, но я иногда таки слушаю, наоборот, мне нравится заебистых пидорасов слушать. Вот, очень интересно бывает их послушать, проанализировать, понять, что он вообще там чешет. И он говорил о том, что женщина пришла в этот мир для того, чтобы уничтожить мужчину. И задача мужчины выжить и на фоне этого развиваться. То есть ты должен в противовес типа своей бабе идти. И я думаю, вот это мужик пиздит. Ну, серьезно, то есть женщина пришла, чтобы его разрушить. Охереть, блин. Мало того, что, блин, ты из матки бабы вышел изначально. Женщина создает мужчине проблемы. Постоянно. То есть его тормозит. Понимаешь, типа того, что она его тормозит развитие. Я вот почувствовала, что ты говорила это, но вот я увидела в этом другую лазейку, вот, честно говоря. Ты когда сказала в момент, что женщина пришла, чтобы разрушить, я это увидела, как будто чтобы... вот если женщина более духовное существо, она пытается, ну, как бы достучаться до осознанности. И значит, что если она пытается таким образом разрушить, то она хочет разрушить, чтобы можно было возвести новое, чтобы он сам мог возвести. Ты имеешь в виду как бы созидать через разрушение? Ну, конечно. Как же она может как-то влиять и взаимодействовать с кем-то, кто, просто какое-то ведро, понимаешь? Ведро металлическое, которое вот, оно не имеет никакого... Ну, что из него сделать? То есть женщина пытается влиять на то, что ей кажется примитивным мужчине.
Все, она уже этим как бы показывает ему бока его зоны, но что меня будет не устраивать вот это вот, придумай как. И она его совершенствует тем, что она указывает ему как бы на зоны развития. А он точно так же может разрушать женщину, если она полностью зависима от него. Ну, то есть, если роль мужская, она в том, чтобы, как это сказать, создавать почву, да, создавать плацдарм для того, чтобы там можно было и дом возвести, и все такое, то есть создавать возможность. То женщина, которая не учится на его примере, то есть она не впитывает вот эти вот моменты, что так тоже можно. Я не имею в виду становиться мужиком, но я имею в виду, что, надо создать себе хоть какие-то базы, когда ты можешь себя обеспечить самостоятельно, правильно? И в случае чего-то там, срочно не устраиваться на кассу в супермаркете, потому что у тебя все пошло по одному месту, тебе надо просто сейчас снимать комнату. То есть мужик же тоже разрушает, получается, таким образом представление вот этой наивной женщины, что она должна быть хранительницей тупо очага и там матерью детей и вообще какой-то такой иконой. Он же тоже разрушает. Я думаю, что великие мужские умы считают, что разрушает только женщина их. Великие женские умы считают, что их разрушает мужчина. А средние, посредственные умы, к коим я себя отношу, считают, что мы разрушаем друг друга. И вот только в этом истина. И в этом прогресс. Понимаешь? Только в этом она. Потому что друг друга люди разрушают. Два пола разрушают взаимно друг друга. И это и есть взаимный прогресс, взаимное развитие или взаимная деградация. Смотря куда вы идете. Это нормально, то, что вы друг друга разрушаете. А как можно построить, например, какое-то здание, не создав фундамент на выжженной земле? Да? Тебе нужно сначала все убрать, я не знаю, как построить новостройку. Нужно оттуда убрать, расчистить землю, убрать гаражи, еще что-то. Да? Ты же разрушаешь. Потом создаешь что-то новое. Это нормально. Потом там живут люди. Хобби-интерес, это же опять же, это приятно. Это о чем-то, что вот тебе нравится, мне нравится, давай вместе делать. Договорничок такой, правда? Договорничок о приятном. Очень сложно выбрать хобби-интерес, учитывая физически разную силу, например. То есть, телосложение разное, да, все-таки мужское. Если вот мы с тобой, например, пойдем, мы можем, не знаю, обе пойти дерутся, и нас нормально в пару поставят, потому что мы будем равнозначны. Логично. А если он и она, разве что, наверное, теннис, наверное. Но теннис, как-то вы дозируете, вы удерживаете мяч на территории, но может такое работать в целом. Это может даже ритуалом быть. А общие рабочие проекты, бизнес совместный. Сколько мы с тобой сталкивались с тем, что нам говорили, что мы бы так не смогли, потому что у нас с тобой совместный бизнес. Много бизнесов. У нас, если сейчас нет тантрических сеансов, я говорю, у нас есть другие направления, и мы с тобой уже годы вместе. Выбираем все и не ссоримся, или ссоримся, но миримся. Вот мы с тобой неоднократно уже сталкивались с тем, что нам не верят, что как это так, как вы до сих пор не разошлись, находясь в стольких многих проектах. Да, где романтика? А как у вас останется романтика, когда вы вместе занимаетесь, у вас есть не знаю, план, когда у вас есть какие-то задачи, что делегировать друг на друга, вот это вот все. То есть как в этом всем остаться еще и как вы можете в моменте отдыха отдыхать, а не думать, слушай, а давай тут еще вот так вот это вот сделаем и так далее, и улучшим. Здесь есть же тоже свои побочные эффекты, то, что это переносится часто в дом, за общий стол, в общую постель. Но я все равно думаю, что там больше плюсов, чем минусов. Когда это пара, и у них совместный бизнес, они, по крайней мере, такое интересное движение, они, по крайней мере, понимают общий бюджет. Так это же и ведет к тому, что если один больше делает, а другой больше тратит, это нормальное соотношение. Я говорю о ситуации, когда тот, кто тратит, он не имеет понятия вообще о целях и бюджете. Когда у вас есть общее планирование, вы не будете разрушать друг друга, просто потому что если один туда не придет, куда вы отметили, то второй не придет. То есть это дает больше взаимопонимания все же. Общий бюджет — это не только о том, что, деньги на продукты, на коммуналку и на еще что-то. Я мало встречала таких пар, МЖ, например, где они имели общий бизнес. Но еще меньше я встречала пар ММ и ЖЖ с общим бизнесом. Поэтому все-таки, если говорить о статистике, то МЖ больше. В целом больше, я думаю, и в целом. Я думаю, что историй на слуху больше, потому что их не так прячут. Они не то есть они больше, они не в тени, да? Правильно. Да. Начну с обычного, понятного. Ты сейчас обидела. Ты сейчас об МЖ ты их обидела, обычные. Давай назовем их необычный союз. Необычный союз возьмем МЖ. Вот необычный, редкий такой союз МЖ. Хорошо. В такой ситуации они, выбирая какой-то совместный бизнес, они же должны как-то ощущать друг друга, назовем интеллектуальными. Потому что если она будет считать, что он тупой,
какой может быть совместный бизнес? Или он считает, что она может только, бляха, вот это. Что она тупая? Ну вот Тупыми могут быть какой все, бизнес? правильно? И Какой мужчины, и бизнес, женщины. когда она вот столько, например, говорит о том, что ей помимо детей нечем заняться, а он, короче, везде ездит туда-сюда, и что-то у него происходит. Я считаю, что тут напрашивается не замалчивание темы и ее обиды, а проверка системы. И я сейчас под проверкой системы ни в коем случае не имею в виду, когда он дает ей, короче, подачу, на тебе деньги, займись любым бизнесом, только вот не трогай меня, да? Потому что это не участие, и это зачастую снятие с себя ответственности. Потому что есть совместное, а есть раздельное. Если они оба как бы находят друг друга партнерами не только вот в постели, а еще и могут строить планы, потому что отношения, я считаю, это когда вот мне понравилась фраза, когда люди сидят за одним столом и планируют будущее. Вот это отношение. Если ты не можешь сидеть с человеком за одним столом и планировать будущее, то это уже даже, это не требует поддержки, такие отношения. Тогда уже лучше или оставьте как есть и не дергайтесь в развитии их. Просто поддерживайте, как держится. Да? Или думайте, с кем заводите. Вы вместе, ориентируясь от компетентности одного и второго человека, думаете о том, что и как это может быть. То есть только таким образом. Я считаю, что именно союз МЖ, он имеет больше в этом плане возможности преуспеть. Как бы мне грустно это не было говорить. Потому что мужской подход он может быть чем-то более пробивным, и он может иметь больше возможности связи, завязывать связи с мужским другим миром. Потому что женщина плюс женщина, завязать связь с мужским миром для построения чего-то там, бизнеса, это вообще нулячий вариант, они есть, но как бы их очень Это мало. очень сложно, это практически невозможно, потому что женщину как бы Женщина мужской мир никогда не примет, только если она прям... Она должна сама стать мужиком. Придет, еще и для этого надо как бы остальные соски. Женщина плюс женщина, здесь уже идет изначально облегчение ситуации, то есть у них свой плюс есть. Нет разграничения ролей, добытчик ты мать, этой роли нет. Вы оба на равных находитесь, и вы должны просто понять, что вы оба взрослые два партнера. А МЖ что, не должны понимать, что они оба взрослые два партнера? Они разнополые. И у них есть делегирование ролей. Всегда так происходит, что он думает, что он умнее в бизнесе. К сожалению, если женщина не доказала противоположное и не сделала вот так. Не отпиздила его. Правильно. Если, да? Две женщины, им не надо пиздить друг друга. Они не будут пиздить друг друга в этом плане. Им нужно начать разговаривать. Но всегда есть какая-то сторона, которая чуть более инфантильная в любом союзе. Я считаю, что должно сходиться на как-то, знаешь, когда все разложено по полочкам, и нет такого, что один выбирает роль капризного ребенка, то вы можете понять, какие у вас есть карты, какие у вас есть преимущества, куда вам двигаться. Деньги приходят туда, где у людей есть гармония в отношениях. Когда гармонии нет, то деньги очень нестабильны. Когда два человека направляют энергию в одну цель, эта цель становится ближе. Когда энергия одна направлена, а второй человек думает, что второй должен все организовать, цели не будет. И не будет союза. Но в МЖ-союзах же ведь очень часто у женщины ожидания, правильно, финансовые. То есть это всегда накладывается на мужское плечо, что ты должен, ты обязан там, обеспечивать меня, обеспечивать наших совместных детей. Но ты сейчас говоришь... Им тяжело от этого. Ну, ты ведь сейчас говоришь о... есть же разные уровни развития женщины, да? Есть такие. С такими женщинами далеко не продвинется мужчина. Или же ей нужно поменяться и подрасти, или у них не получится. Или ему нужно ее поменять. Я имею в виду не ее поменять, а ее сменить на другого человека. Как бы грустно не звучало, да. В этой ситуации, да, она разрушит. Если она идет саморазвитие, а таких сейчас очень много, это сейчас модно, любые курсы, которые она смотрит, листая, и покупает, я имею в виду, которые она решила пройти, они ее все же трансформируют. Что я, как личность, имею все же какой-то вес, и я сама себя уважаю. Женщину может часто огорчать то, что ее партнер мужского пола ее обесценивает. Обесценивает ее интеллект, обесценивает ее способность достижения чего-то, ее возможности. Я такое даже наблюдала очень сильно наглядно по нашей еще одной девушке. Анонимной подруге. Которая тоже у нас просто была на сеансах, ты вспомнишь. Она как раз-таки рассказывала, что она во все свои выходные, у нее просто выходные с утра до вечера расписаны, что у нее утром расстановки, потом у нее психолог, потом она идет на 2 мероприятия разных, я не знаю, как она разрывается, это успевает, это в субботу все, а мероприятие на тему, здесь у нас танцы без формы, вот эти вот моменты, а в воскресенье у нее трансформирующие игры, а он просто сидит дома на домашней работе из дома и думает, что она дура. Да, обесценивание, наверное... это понижает очень сильно, да.
Это понижает, когда твой партнер тебя обесценивает. И какой итог? Даже видишь, он не просто, здесь, конечно, такая звучит как игра слов, но он не просто недооценивает, это еще полбеды, он обесценивает. Обесценить это то же самое, что сравнять тебя с цифрой 0. 0 тоже цифра, но имеет она вес? Нет. Понимаешь, она не имеет этого веса, и это очень тяжело, морально тяжело, психологически очень сложно это выдерживать, и тогда уже женщине проще сдаться. И... Женщина чувствует себя ущемленной, ущербной. Сколько бы она ни училась, она не начнет это как-то себе встраивать в свое направление бизнеса и так далее. То есть она не может начать быть звездой. И я считаю, что это очень трагичная ситуация, и тут или же пробудить, в патриархальном или мире, уходить. Который надо менять. Эпоха Водолея дает сейчас все возможности это делать. Все. Вот мы для этого здесь и разговариваем сейчас, для того, чтобы пробудить тех, кто нас слушает, в том числе женщин, особенно женщин. У нас канал... Я бы сказала, в большинстве случаев это информация исключительно для женщин, потому что мужской мир пройдет просто сквозь, пройдет мимо. Они в целом не очень хорошо воспринимают трёп. А мужское ухо в целом ему сложно. Ему нужна сложно задача. Воспринимать. Ну да, они больше любят команды. Там сделай вот это, то, 5-е, 10-е. И, ну да. Когда это просто такой сплошняком идет объем информации, им очень сложно это все разделить на части, на фракции, как-то отделить. Ты имеешь в виду, что когда нет системы... Восприятие разное, восприятие информации разное. Мужчина и женщина, она по-разному воспринимает информацию. Женщина может слушать долго, анализировать что-то, переслушать еще, смотреть на это время. Она не будет это считать пустой тратой времени. Мужик всегда считает это пустой тратой времени. То есть как они информацию, давай на реальных примерах. Когда к нам записываются на сеанс, они получают информацию. Есть сайт, да, есть информация, там все расписано, все как бы четко, черным по белому, да, что, почем, как, что проходит. Они вообще Зачем? Только... И какие правила, и какая форма этого Они всего? вообще только частично могут информацию воспринимать. То есть их мозг просто не держит фокус на чем-то. Эмоциональные решения ты имеешь в виду, которые просто мне это или нравится, или не нравится? Ну да, там чаще как бы первостепенно идет визуальный ряд. То есть интересен ли ему вот как бы визуал. И все. Наполненность, как бы контент, внутренняя наполненность, это уже такое, это второстепенное. Ну, есть, нет, не важно. Не важно. Женскому миру важнее внутренняя наполненность. Смысл. Да, смысл. Есть ли смысл в том, чтобы я вообще пришла? Да. Что я получу из этого, и будет ли это как-то мне вообще иметь пользу? За 15 лет последних количество женщин, которых привлекают только мужчины, упало с 78% до 50%. И здесь это объясняют как бы тем, что у женщин изменился переключатель какой-то. А то, что у нее и раньше было, она просто об этом стала говорить. Возникала симпатия, то есть приятно смотреть, приятно там еще что-то, приятно там обнять, прикоснуться. А почему все сводить к ориентации сексуальной? Вот то, что ты сейчас прочитала, это же не обязательно значит, что как бы, если одна женщина симпатизирует другой женщине, значит, она лесбиянка. Это даже не говорит о том, что она бисексуалка. Сразу нужно ярлык поставить, так штамповать, как свинью, да? Это даже не о бисексуальности, здесь вопрос в том, что просто у нее есть притяжение, ну, как, наверное, у всех есть притяжение к своему же полу, но именно отметили, что у мужчин за последние эти же 15 лет ничего не изменилось в восприятии. То есть у них как и было отношение там, к своему полу равнодушное больше, так и осталось. Как бы. Вот имеется в виду. А вот женщины, они наоборот приоткрылись. Подожди, хорошо. А как эта статья, как она статистически к таким выводам, к таким цифрам пришла? Это были опросы? Ну да, имеется в виду. Хорошо, опросы. тогда я вернусь к тому, что ты сказала насчет того, что у мужчин все как было, так и осталось. Мужчины просто не говорят об этом, потому что не принято. У мужика не принято, видишь, что ему нравится другой мужик. Ну так и написано, понимаешь? что женщины наконец позволили себе быть да, честными. но женщины позволили, а мужчины еще не позволили. Может быть, однажды позволят тоже. Многие мужчины имеют по 2-3 детей, живут с женами и при этом очень даже симпатизируют мужчинам в практическом опыте. Ну, да, но они не это говорят. Не говорят об этом. Не знаю. Просто тут имеется в виду, что, наверное, когда женщина что-то признает, она видит это чем-то более невинным, потому что это же признание своего ощущения, своего восприятия, ну, такого больше назовем его, как это, не практичное, вот как ты выразилась, а платоническое, вот. То есть это без сексуального подтекста ты имеешь в виду, да? Ну, то есть что-то да. более теплое, более трепетное. Ну, на что мужчины начали реагировать тем, что в паре начали поднимать темы именно, ну, давай тогда втроем пробовать. Ну потому что мужик сразу хочет все сексуализировать, ну, потому что ему скучно. Мужскому восприятию скучно, если это просто прикосновение, тактильность, чувственность, телесность. Ему скучно это все. А почему скучно? Потому что у него эти моменты не развиты. Ребенку скучно выполнять какую-то взрослую работу, потому что он еще не достиг этого развития. Да, он еще на другом уровне развития находится. Всем мужчинам очень важно, чтобы им готовили суп. Их жена. Потому что у всех у них проблемы с ЖКТ. Ну, несколько уже таких случаев, когда к нам приходили очень измученные, такие изможденные мужчины на сеансы, которые находились в процессе развода.
И у них прямо чувствовалась очень такая агрессия и обида на свою там уже практически бывшую жену, но она еще официально не бывшая, но уже вот-вот станет бывшей, там у них там судебные процессы и так далее, обида, даже не за то, что они там делят имущество, не за это, не за то, что они решают, с кем останется ребенок, нет, а просто за то, что она его бросает, потому что он теперь, вот как бы ему там уже... Под сраку лез? Да, не будем говорить, сколько это срака, да, просто у каждого своя срака, понимаешь, у каждого под сраку это и в 30, и в 40, и в 50, и в 60, у каждого своя срака, вот. И вот в эту возрастную категорию под сраку он уже не знает, что делать. То есть у него страх не из-за того, что вот конкретно она его бросает, а что он останется один. Теперь не понимает, кто ему теперь будет жизненькое готовить каждый день. Такую вызывает агрессию, а еще нынешнюю жену. Потому что мальчику нужна мама. У них же выстраивается, когда нет возможности построения равных отношений, уже включается роль дочки и матери. В данном случае есть мама, есть ребенок. И это закономерно происходит. И ребенку очень тяжело остаться без мамы, потому что она его безответно и беззаветно должна принимать. Поэтому именно вот это чувство обиды, я считаю, это именно подтверждение незрелости личности, которая просто хочет то, чего не заслужила. Причем вот большинство из них, они прямо искренне не понимают причину развода, причину расставания. Они не понимают ее. Или они не хотят углубляться. Они не считают ее достаточной и не считают, что... Весомой не считают. Что-то, да, что это что-то произошло критичное. Вот помнишь момент, мы с тобой не так давно обсуждали, что когда начинаются сильные обстрелы, громко, человек ночью не спит, мужская и женская психика реагируют по-разному на это. То есть на следующий день мужская психика реагирует так, что ему надо сейчас срочно получить все удовольствия, осеменить как можно больше баб. Потому что он вдруг умрет, он мог вообще этой ночью умереть, но, слава богу, выжил и не оставил за собой послед. Понимаешь, как женская психика реагирует? Ей хочется на следующий день как-то закрыться, выспаться, отдохнуть, немножко успокоиться, заземлиться. Она радуется Всевышнему за то, что ее помиловали эту ночь, она осталась живая и целая. То есть ей не хочется идти где-то там трясти своими гениталиями. А мужская психика, наоборот, на это реагирует. Настолько просто разные восприятия. И когда я говорю о том, что идите, на сексуальные услуги с чувством, любой мужик меня послушает и думает, что ты пиздишь. Знаешь, он будет прав. И мне надо меняться. Я просто считаю, что женщинам надо быть женщинами. Я все сказала. Или хотя бы находиться в женском окружении и получать то, что она, никогда не сможет дополучить от своего мужа. Да, и это причем как раз чувство безопасности и уюта. Даже, наверное, тут надо защитить немножко мужиков. Не виноват мужик. Как можно винить ребенка, да, что он чего-то не понимает? Что он не понимает, что нужно подойти, например, к своей жене, к своей девушке, не состоящим хером в нее упираться, а обнять просто сзади аккуратно. Я считаю, что все мужчины дети. Мне бы хотелось верить, что не все.